Когда нацисты пришли за коммунистами, я молчал, я же не коммунист. Потом они сажали социал-демократов, и я молчал, я же не социал-демократ. Потом они пришли за членами профсоюзов. Я молчал, я же не член профсоюза. Когда они пришли за мной, уже не было никого, кто мог бы протестовать. Эта цитата переведена на десятки языков мира. Слова эти знает добрая половина земного шара. Принадлежат они человеку с сумасшедшей, предельно противоречивой биографией. Он топил корабли и читал проповеди, голосовал за Гитлера и сидел в концлагере, воевал с коммунистами и получал Ленинскую премию. Его звали Мартин Нимёллер, и он был немецким пастором. Как и многие дети священников в Германии начала прошлого века, Нимёллер собирался делать военную карьеру. Христианство и пацифизм имели тогда мало общего. В протестантской среде считалось, что хороший христианин – это прежде всего верный подданный кайзера и хороший солдат. По этому пути пошел Нимёллер, объединив службу с тягой к морю. Когда он окончил морской кадетский корпус, вовсю шла Первая мировая война. Воевал Нимёллер на подводных лодках в Средиземном море. В 17 году он получил уже второй железный крест. Лодка, на которой он служил, оказалась удачливой и всего за 8 месяцев потопила 35 судов. А закончил войну Нимёллер командиром подлодки UC-67, лично потопившим 3 парохода союзников всего за месяц. В те годы и еще довольно долго офицер Нимёллер жил такими взглядами и чувствами, за которые позднее будет себя винить. Будучи верным трону монархистом, он искренне ненавидел противников Германии, англичан и американцев, и желал им смерти. А когда Германия проиграла, Нимёллер искренне считал тех, кто подписал позорный Версальский мир, врагами Германии. Офицер отказался участвовать в передаче подводных лодок Британии в качестве репараций и ушел в отставку. Но Версальский мир стал не последним ударом. Монархия рухнула. Кайзер бежал из страны. Некоторые офицеры буквально плакали, когда читали новости в газетах. В городах шли стачки, демонстрации, росла популярность социалистов и немецких большевиков. Жители голодали, солдаты ездили по деревням, чтобы обменять свои вещи на картошку и яйца. Тогда Нимёллер решил, что пусть он и лишился почти всего, что любил, монархии, государства и флота, у него все еще остается вера, способная привнести порядок в окружающий его хаос. И он, подумав так, поступил на богословское отделение в университете Мюнстера. При этом Нимёллер поддерживал связь с ветеранами, многие из которых объединились в патриотические националистические клубы. То же самое происходило и в Мюнхене, где ветераны собирались в пивной и слушали речи Адольфа Гитлера. Когда в стране фактически началась гражданская война, и офицеры для борьбы с коммунистами стали формировать добровольческие корпуса, фрайкоры, Нимёллер без колебаний взял в руки оружие и возглавил 3-й батальон академической обороны Мюнстера, батальон студентов. Фрайкоровцы были чем-то вроде немецкой Белой гвардии. В 19-20 годах они собирались там, где у правительства не получалось расправиться с революционерами, и расправлялись с ними сами. Арестовывали и расстреливали. Командовал этими фрайкорами военный министр Густав Носке, который, вступая в должность, сказал: «Кто-то ведь должен стать кровавой собакой. Я не боюсь, — говорит, — этой ответственности». Объединяли эти отряды антикоммунистические и антисемитские взгляды. Революционеров ассоциировали с евреями и с заговором Москвы. Именно из среды фрайкоровцев затем вышло немало видных нацистов, в том числе Герман Геринг и Генрих Гиммлер. В 20-м Нимёллер стоял плечом к плечу с будущими нацистами, подавляя восстание рабочих в Руре. А в последующие годы состоял во всех антиреспубликанских, фашистских и националистических союзах Мюнстера. Студент-теолог, да еще и ветеран, был готов, если понадобится, снова выступить против безбожников-коммунистов. И выступил, правда, на этот раз без оружия. В 1924 году Нимёллера рукоположили в сан пастора. В том же году нацисты набрали на выборах 6% голосов, и один из этих голосов принадлежал Нимёллеру. В начале 1933 года Гитлер взял власть. Серьезная часть немецкого духовенства приняла это событие с энтузиазмом. Не только Нимёллер, но и многие пасторы из его окружения проголосовали за Гитлера. Делали они это в том числе из-за все той же враждебности к левым. Когда нацисты пришли за коммунистами, пасторы не просто молчали, они одобряли преследование своих политических противников. К тому времени Нимёллер стал священником в одной из крупнейших лютеранских церквей Берлина. На проповедях он восторгался Третьим рейхом, национальным возрождением немцев и народным сообществом.
Присоединился он и к травле евреев. Уподоблял еврейский народ вечному жиду, который не может ни жить, ни умереть, будучи проклятым за свои грехи. Тот факт, что Иисус был евреем, Немеллер по собственному признанию считал болезненным и тяжким камнем преткновения, который приходится принять. Снисхождение он проявлял лишь для крещенных евреев. Не исключено, что Немеллер поддерживал бы происходящее и дальше, если бы не политика нацистов в отношении религии. Гитлер быстро дал понять, что духовная власть не будет независимой от светской. Священники-нацисты организовали движение немецких христиан. На их флаге рядом с крестом красовалась свастика. Прихожанам они постоянно напоминали, что Христа распяли именно евреи, а самого Иисуса называли арийцем. Дошло до того, что так называемые немецкие христиане начали редактировать Библию и призывали отказаться от еврейского Ветхого Завета. Некоторые пасторы этого движения расхаживали в форме нацистских штурмовиков и даже читали в таком виде проповеди. Целью всего этого карнавала было создание единой имперской церкви Райхскирхе под началом таких вот немецких христиан. Под их давлением был введен запрет на служение пасторов с еврейскими корнями, да и вообще коричневые начали править бал в прусских церквях. Большая часть духовенства выступить против боялась или не хотела. Но Немеллер и еще несколько человек, в том числе его друг-теолог Дитрих Бонхёфер, терпеть не стали. Они объединились в полуподпольную исповедующую церковь, поддержали крещенных евреев и стали выступать против вмешательства партии в вопросы веры. На одной из проповедей Немеллер намекнул, что пора действовать. Даже самые тихие из нас должны понять, что спокойствию созерцательного христианства наступил конец. На встрече духовенства с Гитлером он прямо заявил фюреру: «Вы говорите, что мы должны оставить немецкий народ вам и сосредоточиться на том, как повести людей на небеса. Но ответственность за наш народ возложена на нас не вами, господин канцлер». С тех пор Немеллер оказался в списке личных врагов Гитлера. Его телефон прослушивала гестапо, за ним следили. Он же превратил церковную кафедру чуть ли не в политическую трибуну. Его проповеди с критикой властей собирали все больше прихожан. Немеллер говорил: «Мы не можем хранить молчание, повеленное человеком, когда Господь велит нам говорить». Тоталитарное государство такого не прощает. В 1937 году Немеллера арестовали. Суд признал его виновным в скрытых нападках на государство и приговорил к 7 месяцам тюрьмы. Пастор смог убедить судей, что он лоялен нацистскому режиму во всем, кроме небольших противоречий на религиозную тему, и добился мягкого приговора. Но Гитлер с этим не согласился. Немеллера сослали в концлагерь. Он просидел в Заксенхаузене и Дахау 7 лет. На воле Немеллер оказался только в конце апреля 1945 года. Его освободили американские войска. Мартину Немеллеру очень повезло остаться в живых. Одного из его единомышленников, юриста Фридриха Вайслера, в Заксенхаузене забили до смерти. А в Дахау за пару недель до освобождения лагеря расстреливали личных врагов Гитлера по его приказу. Например, убили Георга Эльзера, который еще в 1939 году совершил покушение на фюрера. Но о Немеллере, видимо, Гитлер не вспомнил, хотя забыть о существовании пастора было не так просто. За годы войны Немеллер превратился в лицо церковного сопротивления нацизму. Его имя знали и в Германии, и за ее пределами. Он был одним из немногих, кто мог смотреть людям в глаза без стыда. Такие люди были очень нужны церкви. Все, что случилось с Германией, все увиденное в лагере изменило Немеллера. В том числе заставило пересмотреть религиозные убеждения. Так он пришел к мысли, что Иисус не делал различия между евреями и неевреями. А самое главное, к тому, что церковь и он сам несут ответственность за случившееся преступление. Он понимал это примерно так, как понимал тогда моральную вину всех немцев философ Карл Ясперс, как вину тех, кто недостаточно сопротивлялся преступлениям государства. Уже в октябре 1945 года Немеллер и еще 2 пасторов, когда-то приветствовавших нацистов, но в итоге отвернувшихся от них, все 3 написали «Штутгартское покаяние». С великой болью мы говорим: из-за нас на многие народы и страны обрушилось бесконечное страдание. Мы обвиняем себя в том, что проповедовали недостаточно смело, молились недостаточно искренне, верили недостаточно радостно и любили недостаточно пылко. Так церковь стала одним из первых институтов Германии, который выразил солидарность с народом. Солидарность
в ответственности за нацистские преступления. Этот первый шаг дался пасторам тяжело, но имел огромное значение. Большая часть немцев тогда еще совсем не считала, что им нужно покаяться. Публикация штутгартского покаяния в газетах вызвала у людей возмущение. Многие полагали, что это пропагандистская поделка союзников. Миллионы немцев все еще верили, что войну развязала не Германия, что Рейх всего лишь оборонялся, а вина их, если и есть, то только в том, что они проиграли. Нимеллер потратил немало времени, чтобы изменить это мнение. Он разъезжал по Западной Германии и выступал в разных городах, рассказывая, как бездействовал, как равнодушно смотрел на преследование других людей в 30-е годы. Именно тогда он и произносил те слова, что я произнес в начале ролика. Говоря о других преступлениях, Нимеллер признавался: «Я не возразил, и мы решили промолчать». Он призывал принять эту вину и не искать оправданий. Он знал, что абстрагироваться пытались миллионы, но надеялся, что его слова найдут отклик. И они нашли. Свою вину признала и католическая церковь. Лютеранские и католические епископы стали писать и рассказывать об ошибках верующих в годы нацизма. О том, что следовало сопротивляться, пусть даже это было и опасно. К ним присоединились писатели, философы, историки и политики. Призвал принять ответственность и немецкий писатель Герман Гессе. О том, что нужно заставить немцев признать вину, заявлял Карл Густав Юнг. И многие другие. Немецкое общество делало еще самые первые, самые трудные шаги на пути настоящей денацификации. По иронии, вели его в том числе бывшие националисты, написавшие «Мы обвиняем себя». Мартин Нимеллер больше никогда не молчал. После разговора с немецким физиком Отто Ганном он понял, что ядерное оружие может уничтожить человечество, и стал ярым пацифистом. Он выступал против перевооружения ФРГ в 50-е, чем спровоцировал волну обвинений в тайной работе на СССР. Нимеллер считал, что если начать вооружаться, то Германия никогда не станет единой, и вражде не будет конца. На встрече с канцлером Конрадом Аденауэром он заявил: «Если вы сейчас перевооружитесь, то воссоединение Германии будет отложено до Дня Святого Никогда». За работу в Интернационале противников войны и Всемирном совете церквей, где он призывал всеми силами сохранять мир, Нимеллер даже получил совсем уж неожиданную награду. Ему, священнику и чуть ли не бывшему нацисту, когда-то воевавшему с коммунистами, в 1967 году Советский Союз присудил Международную Ленинскую премию за укрепление мира между народами. Нагрудную медаль с изображением Ленина и 25 тысяч рублей. Однако критиковал Нимеллер не только немецкое руководство, но и политику союзников в отношении Германии, причем и западную, и советскую сторону. Критиковал и церковь, когда считал, что она совершает ошибки. В 1977 году, за несколько лет до смерти, Нимеллер, седой пастор с сигарой в руках, дал интервью, в котором сказал: «Меня и сегодня разрывает на части от того, что наш народ, мой народ, был вынужден так дорого заплатить за то, что восторгался Гитлером, и за то, что поддался на его приманки. И, боюсь, он платит за это и сегодня, и, возможно, будет платить за это и в будущем». Так оно и вышло. За свои ошибки Германия дорого заплатила. Но она же доказала, что пережить можно даже самые тяжелые времена, что человек находит способ справиться даже с самыми сильными заблуждениями. Солдат может стать пацифистом, националист может отвергнуть антисемитизм, а тот, кто долго молчал, наконец поднимает свой голос. До завтра. Приглашаем вас на театрализованное представление Максима Каца. Закулисная жизнь канала, запись ежедневного ролика, общение с залом. Тель-Авив, Франкфурт, Цюрих, Париж, Рига, Таллин, Милан, Барселона, Варшава, Лиссабон, Вильнюс, Хельсинки. Билеты на сайте maximkatz.com.